Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз я делаю для представителей знака Скорпион на вторую половину месяца февраль. Да, делаю с опозданием, потому что я болела и сейчас только вот сейчас выздоравливаю, постараюсь вам расклад этот сделать. Итак, скорпиончики, период с 15 февраля по 28 февраля. Кому это еще интересно, давайте посмотрим, что же в вашем раскладе ожидается, соответственно, да, какие, возможно, события у вас еще произойдут, если они еще не произошли. А возможно, кому-то из вас уже будет интересно узнать о том, что уже произошло, и, может быть, даже узнать как-то свою ситуацию. Итак, давайте посмотрим. Первая карта у вас карта туза жезлов. И здесь, собственно, есть очень большое такое, знаете, ощущение вот этого вот желания действовать, делать или необходимости действовать. То есть для вас как новый начинается период, новый путь, открытый для новых возможностей, возможно, новых перспектив. Ситуация, когда вы должны будете показать свою силу, свою мощь, напористость, возможно, показать, что вы чем-то страстно увлечены, допустим, и проявить себя по максимуму. То есть туз жезлов — это время действовать. Это время, когда нужно принимать решения, и не просто принимать решения, как это по тузу мечей, а именно делать первые какие-то шаги, то есть активно действовать для этого. Давайте посмотрим следующую карту. У вас карта дьявола, карта Козерога. Каким-то образом здесь может быть вовлечен знак Козерог в вашу жизнь. Но в целом карта дьявола — это еще и карта очень, может, по-разному она говорит. Если это отношения, то это страсть в отношениях, это привязанность, это какая-то связанность, да, между вами и другим человеком, когда у вас есть очень сильное влечение. Но также, если мы говорим про ситуацию, знаете, даже в делах, в работе, вы можете быть заняты чем-то вот настолько сильно и так сфокусированы по карте дьявола на достижении желаемого. Допустим, хочу закончить какой-то проект, написать там, не знаю, докторскую, к примеру, да, и вот я настолько вовлечен в эту работу и полностью фокусирован на этой задаче, как связан этой идеей, и полностью посвящаю себя вот реализации этого задуманного действия, что это в принципе и неплохо. Карта дьявола может показывать страстное желание, которое будет осуществлено, потому что вы здесь делаете эти шаги. Но также здесь карта дьявол, в целом-то она имеет широкое значение, она может показывать и какую-то абузу, какую-то, знаете, обременительную для вас ситуацию, в которой вам нужно действовать. Возможно, вам не совсем хочется здесь действовать. Может быть, это что-то некомфортное для вас по дьяволу. Это что-то, что вас как будто бы обязует действовать там, где вам не хочется. Или создались какие-то некомфортные условия, где вы как вытолкнуты из зоны комфорта, и вам приходится действовать, потому что ситуация вас таким образом заставляет здесь что-то делать. Карта дьявол. Давайте посмотрим еще. Следующая карта императора — это карта такого властелина, владыки, лидера. Опять-таки, возможно, вам здесь нужно брать на себя такую лидерскую позицию, то есть принимать решения, добиваться, действовать, какие-то выполнять, может быть, действия, касающиеся здесь команды, управления командой, соответственно, да, но нужно постараться не быть абьюзивным таким командиром, который чересчур давит, прессингует своих подчиненных. Поэтому карта здесь может иметь такое не очень хорошее значение, да. Но также здесь может быть и ситуация, где, правда, вы вытолкнуты из зоны комфорта, и вам нужно по императору. Кстати, карта Овна, может быть, у кого-то общение с человеком знака Овен. Здесь нужно действовать. И вы проявляете себя вот по императору таким вот образом. То есть принимаете решения, стараетесь быть очень объективными, стараетесь далеко смотреть, стараетесь быть дальновидными, да. Поэтому император планировать, выстраивать стратегию, может быть, даже так. А здесь также может касаться, если про отношения, ситуация, то и какая-то как привязанность, связанность ваша с кем-то, может быть, с таким мужчиной по императору, если смотрят женщины, или если вы мужчина, да, и по карте туз жезлов вы здесь стараетесь по максимуму проявлять себя, свои, может быть, чувства и эмоции в этих отношениях. Давайте посмотрим, что здесь еще у вас есть. Есть тройка пентаклей, это сплоченность, это совместная работа с другими, это желание. Опять-таки, если работать в коллективе, то старайтесь здесь не основываться лишь на своих интересах, основываться на интересах команды, то есть не подавлять,
а прислушиваться к мнению других людей, стараться узнать, что они думают, как они хотят, как они видят там эту работу, к примеру. То есть в таком духе. Если мы говорим про тройку пентаклей также и в плане стратегии какой-то, да, то вы выстраиваете стратегию, вы делаете какие-то важные шаги здесь по тузу жезлов и тройке пентаклей для достижения ваших целей. Вы здесь готовы помогать другим людям, соответственно, опять-таки, если ваши цели совпадают. Поэтому и тройка пентаклей. Давайте дальше. Следующая десятка жезлов. Я обычно достаю потом 2 карты. Вот тут у нас шестерка пентаклей с десяткой жезлов. Возможно, вам действительно здесь десятка жезлов, знаете, как будто создастся ощущение, что вы чересчур перегружены какими-то делами. Возможно, вы перегружены по десятке жезлов какими-то, вот какой-то работой, как, знаете, тяжелое бремя на себе тянули долгое время, или тяжело работали и должны были уйти в отпуск, или, я не знаю, вы, может быть, тяжело трудились, чтобы получить повышение, а сейчас вы его получили, и наконец-то можете занять какую-то лидирующую позицию. Или вы вот как-то были загружены какими-то делами тяжелыми, вот она, десятка жезлов, тянули на себе вот этот тяжелый крест, и тут по шестерке пентаклей и тузу жезлов, соответственно, у вас есть время действовать, и вам по шестерке пентаклей нужно научиться не только отдавать, но и принимать помощь. Вам нужно научиться здесь принимать поддержку от других людей, поэтому и тройка пентаклей здесь тоже есть. То есть научиться принимать поддержку других людей. Да, если они особенно предлагают вам ее, то есть не отказываться от помощи близких, от помощи коллег на работе, от помощи своих друзей, но и также активно им помогать, если им эта поддержка и участие нужны. Причем не только здесь как материальная изображена поддержка, да, а словом, каким-то советом, каким-то действием. Давайте посмотрим дальше. Тройка мечей у вас выпадает с четверкой пентаклей, и вот здесь вот у вас по тройке мечей вместе с дьяволом, который есть выше, действительно какая-то болезненная, обременительная ситуация могла быть. Возможно, она вас сковывала даже или была токсичная, какой-то неприятная для вас, возможно, разбивала вам сердце. И по четверке пентаклей, кстати, опять-таки, если мы говорим про отношения, может быть, отношения зависимые, какие-то отношения, где вы не чувствуете отдачи от другого человека, потому что вкладываете больше, чем получаете, тянете на себе больше, чем получаете, но у вас есть желание сохранить эти отношения, поэтому четверка пентаклей. Если говорить про желание там выполнить какую-то работу, завершить ее, то опять-таки нагруженность этой работой, желание довести эту работу до финальной какой-то уже составляющей, но при этом тройка мечей, вам это как-то тяжело дается. Вам здесь действительно сложно. И по четверке пентаклей вы вот зациклены на том, чтобы не потерять эту основную вашу работу или эту идею, собственно, что вы тут делаете. Кстати, у кого-то может быть и ситуация, где вы будете понимать, что вам нужно чуть-чуть быть более прижимистыми, более экономными, может быть, больше планировать свой бюджет. Возможно, кому-то из скорпионов здесь придется всерьез задуматься о том, сколько денег вы тратите, в конце концов, и как спланировать лучше свой бюджет в дальнейшем. Карта девятка мечей и карта повешенной. Вы по-другому сможете увидеть какие-то вещи, когда вы займете лидирующую позицию. По карте повешенной, карте император. Но девятка мечей, опять-таки, много бессонных ночей, много каких-то переживаний. Или из-за той работы, которую вы выполняете, или из-за той токсичной, абьюзивной ситуации, в которой вы находитесь, потому что девятка мечей показывает ваши переживания, ваше разбитое сердце, ваше понимание, что все не будет так, как раньше, что все по-другому теперь, и вам нужно начать действовать. Возможно, нужно принять помощь от других людей, от ваших коллег и близких, потому что вы себя чересчур перегружали, и ваша нервная система, в конце концов, может не выдерживать. Вы уже просто от этой ситуации устали, и по девятке мечей вам хочется немножечко отдохнуть, но времени на этот отдых как будто бы не остается. И вот четверка жезлов здесь вместе с картой тройка жезлов, она и показывает, по сути, опять-таки, вашу целеустремленность в каком-то вопросе, когда вы строите дальновидные планы, и при этом четверка жезлов можете рассчитывать на поддержку вашей семьи. Может быть, вы какие-то планы обсуждаете со своей семьей, со своими близкими, там, родственниками, детьми, может быть, вашими мужем или женой, да, обсуждаете какую-то ситуацию или думаете, планируете, если вы в паре, в отношениях каких-то находитесь, да, и думаете создать отношения более
прочные, да, какие-то съехаться там с кем-то, допустим, то вы начинаете думать об этом, рассматриваете эти варианты, думаете по тройке жезлов, как, собственно, это будет выглядеть в перспективе. Насколько это реально, хочется ли вам удержать эти отношения, да, насколько для вас это важно. Или если какая-то ситуация произошла в семье, допустим, у вас болезненная, которая заставила вас посмотреть на вещи по-другому и начать, может быть, да, больше планировать свой бюджет, да, из каких-то ситуаций, то опять-таки вы можете рассчитывать на поддержку ваших близких, на поддержку вашей семьи. Итак, дорогие мои скорпиончики, на этом ваш сегодняшний таро-прогноз я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. До скорого.